told her I'll never go. He said me too hard, you see all the world for me. Told her I'm a virgin. He said, my lady, let me teach you anything. I told her I'm a Virgo. Просто смотрю, как я выгляжу в кадре. Ну, доброе утро, котечки. Боже, сколько вас тут много. О, они все балдеют. Жить в маленьком городке, особенно в Бодруме, средиземноморским климатом, это иметь вот такие вот прелести. Прямо у себя под домом. Знаете, что самое удивительное, что эти мандарины никто не ест. Так как у нас абрикосы падают, в Украине их никто не ест. А тут они тоже падают и гниют. Классные. Ну вот, я только сказала, что никто не рвет мандарины. Пожалуйста. Каких-то два мужика пришли с корзинами и рвут наши мандарины. Погода в ноябре просто невероятная в Бодруме, за что я безумно благодарна, потому что я терпеть не могу холода. Вот на данный момент, мне кажется, температура где-то 20 градусов. Тут вообще никаких признаков осени, кроме нескольких опавших листьев. И что самое удивительное, что повсюду все цветет. И очень много апельсинов, мандаринов, гранат, лимон. То есть тут просто богатейшая природа и климат невероятный. Видно, что кто-то собирал оливки. Вот кусочек одной виллы. Тут видно, у них находится как беседочка с камином, где можно делать барбекю. Тут растет лимонное дерево и растут апельсины. Круто же? А вот так в Бодруме выглядит осень. Опавшие пальмовые листья. Знаете, что видят туристы, когда приезжают в Бодрум? Они видят просто шикарнейший курорт с роскошными пятизвездочными отелями. Но это ты когда турист. А когда ты тут проживаешь, ты видишь просто маленькую деревню. Вот. Я прожила 4 года в Катаре. И точно так же Катар для меня был пустыня с небоскребами. То Бодрум для меня это деревня с отелями. Вот. Сейчас нахожусь на пляже. Это первая береговая линия. Вот. Летом, конечно, тут все переполнено просто туристами. Сейчас тишь и гладь. Эта береговая линия состоит из мини-отельчиков, у которых есть своя палуба. И если я даже не гость этого отеля, я могу прийти, и мне не нужно платить, например, за лежанку или за вход. Я просто прихожу, и я заказываю напиток. Да, мне кажется, в Украине у нас бы так не сработало, потому что я могу даже прийти и заказать одну чашечку чая, которая стоит, 7 лир. Круто, да? Наверное, месяц назад они стали закрываться. Сейчас Бодрум это просто сплошная стройка. Как только туристы уехали, все сразу начали строить. Между одним отелем и вторым отелем, что самое удивительное, у кого-то есть свой частный дом. Вот, со своей палубой. Посмотрите, какая вода невероятная. Мне повезло, что я живу в самом зеленом районе Бодрума. Но вообще Бодрум на 61% состоит из лесов. Но мне кажется, это уже старая информация. Если вы посмотрите вот сюда, по левую сторону, то вы увидите, что лесов почти нет и одни только здания. И именно так сейчас выглядит основная часть Бодрума. Леса в Бодруме подвержены пожарам. И самое печальное, что 95% из этих пожаров вызваны человеком.
А правда такова, что леса сжигаются, чтобы увеличить город и построить очередной 5-звездочный отель. Еще одно интересное место между тоже несколькими отелями находится мини-арт-галерея. А еще печально то, что летом люди приезжают в свои загородные дома на несколько месяцев, они обзаводятся животными, а иногда даже дорогими породами. И уезжая по окончанию летнего сезона, они просто-напросто их бросают. И сейчас город просто заполнен этими бездомными красавцами. На самом деле в Бодруме население очень маленькое, примерно 30 тысяч. Туристический период оно повышается до 3 миллионов. Вы только посмотрите. Я нашла место, которое отличается от всего Бодрума. Тут осень. Боже. Тут желтые листья. Это так круто. Пришлось одеть маску, потому что это главная дорога. И если вдруг меня увидит жандарма, они меня штрафуют на 900 турецких лир. У меня сейчас миссия невыполнима, потому что надо мной находится огромная дырка и сзади дорога. Я очень хотела сюда зайти, но тут очень опасный просто вход. Я сейчас покажу, куда я пришла. Это руины. Я так думаю, еще со времен тогда, когда Бодрум был Греция. На самом деле в Бодруме очень много руин, потому что раньше Бодрум это был Галикарнас. Да, из-за этого тут очень много руин всякой архитектуры. Извините, мне просто очень сложно с английского переводить на русский, я уже забываю, как правильно разговаривать. По другую сторону этих руин я нашла еще одно творение. И таких домиков повсюду разбросано в Бодруме. Мне так интересно, сколько лет этой штуковине. Видите, люди походу тут жили. Круто вообще. К сожалению, не знаю, это только к моему сожалению, так как у меня на данный момент нет водительских прав. Слава богу, я теперь могу их получить, потому что я получила свою визу на год резидентскую. Так вот, к сожалению, Турция, может быть не вся, но в основном, если посмотреть карту вообще, поверхность рельефа, то это все холмы в Турции. И, например, у меня в то время, когда у меня не было работы, мы только сюда приехали, я сидела месяц, может, полтора без работы. У меня не было возможности водить машину, и у меня был велосипед. Но, честно, по холмам водить велосипед — это просто миссия невыполнима. На прямой поверхности ты едешь, а потом тебе просто приходится с него встать и вести его рядом с собой. Хочу показать вам еще одно творение. Я же вам сказала, что тут очень много руин. Вот. С видом на море. Блин, вообще мне очень нравится в Турции то, что... Фу, простите, у меня одышка. Очень жарко. То, что очень полно тут всяких памяток архитектуры. В Турции находится 2 места, которые считаются 7 чудесами света. Вот. И тут еще очень много находится объектов ЮНЕСКО, всемирного наследия. Вот так выглядит наша местная поликлиника. Обычный чей-то домик. У людей цветочки, столик, а на столике чайничек. Вместо горшков используют огромные вот такие баки из-под оливкового масла.
знаете, что мне нравится? Что в Турции они безумно любят цветы. И вообще домашний декор. И тут всегда так уютно. Это чей-то дом и рисунки ребенка. И знаете, что написано на них? ФДК в переводе означает «оставайся дома». Да здравствует коронавирус. Я, конечно, не знаю, как мне так постоянно везет, но меня находят кошки. Кошки. Они чувствуют, что я их люблю, и они ко мне идут. Я пришла к морю и решила снять маску. Я надеюсь, меня не оштрафуют. Я помню, я пришла в это место, когда у меня не было работы. Очень классное, уединенное место. Вот, это как бы маленькая бухточка с лодочкой. Раньше Бодрум занимался рыболовлей и выловкой спонжей. Спонж — это, мочалки, да. Вот. А потом, после 20 века, очень активно начался развиваться туризм. Посмотрите на это чудо, она мне не дает. Ты мне не даешь видео снимать. А это еще одна известная набережная. Кстати, продают мандарины. Была бы неплохая идея продавать. Тоже сейчас, конечно, все уже закрыто. Можно найти только маленькие магазинчики. А так, это известный тоже такой мини-набережная, где куча всяких кафешек, ресторанов. У них тоже есть палубы, где можно пойти полежать на шезлонге. Кстати, видели, как растут финики? Та-ра-ра! На турецком финики будут хурма. Странно.